Мы записали видео по настройке видоискателя и экрана камеры Canon EOS R6, но оно получилось слишком объемным, поэтому решили разделить его на два самостоятельных. Сейчас я расскажу вам все, что касается настройки видоискателя, а я в следующем видео расскажу все, что касается настройки и использования сенсорного экрана. Часто настройки экрана и видоискателя связаны между собой, а в некоторых случаях даже дублируют друг друга. Стоит заметить, одновременно экран и видоискатель не могут быть использованы. Конечно, все это настраивается индивидуально, поэтому я лишь расскажу Поэтому мы лишь расскажем о вариантах настройки, которые доступны каждому пользователю этой камеры, и поделимся, что из этого предпочитаем сами. Видео максимально раскрывает темы, поэтому если для вас какие-то настройки окажутся очевидными, воспользуйтесь тайм-кодами, они закреплены в первом комментарии. Но чтобы поддержать наши старания, а также не пропустить полезную информацию, просим вас посмотреть от начала до конца. Желаем приятного просмотра! Привет, меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич. На канале выходит видео о беззеркальной камере Canon EOS R6, которая стала основным моим инструментом. Мне она очень нравится, поэтому с большим удовольствием делюсь ее оптимизацией, в дальнейшем покажу, на что она способна. Canon EOS R6 имеет цветной электронный видоискатель с OLED-экраном размером 0,5 дюйма, в котором доступно приблизительно 3 690 000 точек. Если вы пользуетесь зеркальной камерой, они оборудованы оптическим видоискателем, а сейчас посмотрите в электронный видоискатель беззеркальный, то заметите колоссальную разницу. Возможно, вам не понравится этот немного неестественный обзор. Я бы назвал его нереальной реальностью или реальной нереальностью. Но не стоит паниковать. Все по порядку. У электронного видоискателя есть преимущество. Возможность просматривать эффекты экспозиции, баланса белого и стиля изображения. Например, если применить монохромный стиль изображения, картинка видоискателя станет черно-белой. Это значит, что изображение в электронном видоискателе позволяет оценивать качество подобранных настроек и получить уверенность в результате еще до создания фотографии. Поэтому это особенно полезно, если вы снимаете в контровом свете и применяете комплексную экспозицию. При работе с электронным видоискателем мы смотрим на небольшой экран, и даже с высокой частотой обновления он вряд ли сравнится с оптическим видоискателем в удобстве длительного использования. У вас просто устанут глаза. Несмотря на регулярное чтение книг и работу за компьютером, мне пока удалось сохранить зрение, как бы эта камера не начала его портить. Упомяну еще одно преимущество электронного видоискателя. Это компенсация в условиях нехватки света, позволяющая всегда хорошо видеть объект съемки, чего не было на зеркальных камерах с оптическим видоискателем. На канале есть видео, в котором рассказывается, как перешел на беззеркальную систему и почему выбрал Canon EOS R6. Если интересно, ссылка должна быть в описании. По возможности постараюсь вам показать все, что происходит в самом видоискателе, но не стоит волноваться, если буду говорить о нем, а использовать в качестве демонстрации дисплей, так как он практически дублирует все то, о чем мы будем сегодня говорить. Просто технически мне так удобнее. Приступим к настройке. Первое, с чего бы я посоветовал начать настройку видоискателя в соответствии с вашим зрением, воспользоваться диоптрийной регулировкой. Эта процедура необходима для того, чтобы вы четко видели в видоискателе и изображение, и всю отображаемую информацию. Если выбрать неверное значение диоптрий, при ручной фокусировке изображение вряд ли получится четким. При автофокусировке камера, возможно, обеспечит нужную резкость объекта. Однако в видоискателе оно, как и отображаемая информация, будет выглядеть размытым. У меня недавно была забавная ситуация, когда камеру в руки взял приятель и сразу же разочаровался в видоискателе, заявив о неисправности электроники. Такие критики попадаются на каждом шагу. Поэтому я спокойно уточнил, есть ли у него проблемы со зрением,
Оказалось, что да, есть. Отрегулировали, и критик был самоуничтожен. Шучу. Не думаю, что можно каким-то образом случайно задеть колесо регулировки, но если появится размытое изображение видоискателя, вы знаете, как его поправить. Небольшое колесо находится справа от видоискателя. Если внимательно рассмотреть его, вы увидите, что у него по центру есть метка, которая совмещается с линией на корпусе в камере. В этом положении выбрана настройка по умолчанию -1 диоптрий. Выше и ниже находятся индикаторы плюса и минуса, а для выбора доступно значение в диапазоне приблизительно от -4 до +2 диоптрий. Под видоискателем находится его датчик, который настраивается под ваши потребности. Когда камера подносится к лицу, экран отключается, а видоискатель включается, так как одновременно они не могут быть включены. Но такая взаимозаменяемая комбинация не всегда может работать, поэтому давайте перейдем в настройки и посмотрим, что мы можем изменить. Откроем 5-й раздел меню, страницу номер 3. Отображение на экране видоискателя. Перед нами 4 варианта настройки. Авто 1. Только экран. Как вы видите, на пиктограмме экран открыт. При выборе этого параметра для отображения используется только экран камеры, если он открыт. Прикрывая датчик, ничего не изменится. Но если экран закрыт и обращен к нам, он также используется для отображения. Но когда камера подносится к лицу, то есть прикрывается датчик, то отображение переключается на видоискатель. Авто 2. Автопереключение. С помощью этого параметра датчик срабатывает при закрытом экране и переключается на видоискатель с открытым экраном. Если активируется режим видоискатель, тогда экран отключается, и для отображения всегда придется использовать видоискатель. В последнем режиме только экран используется для отображения как в открытом, так и в закрытом положении при условии, что лицевой стороной он обращен к нам. Для самых внимательных небольшой совет. Активация камеры после автоотключения или перехода в эко-режим возможно не только после нажатия спуска затвора наполовину, но и после поднесения, например, лица или даже пальца к датчику видоискателя. EOS R6 может автоматически подстраивать яркость электронного видоискателя согласно условиям окружающей среды. При ярких или темных условиях съемки оптимальным будет ручной выбор комфортного уровня яркости. На солнце я всегда применяю видоискатель, так как могу с точностью фокусироваться, оценивать экспозицию и композицию. Для настройки отправимся в 5-й раздел меню на страницу номер 3. В ручном режиме мы выбираем нужную яркость из 5 предложенных вариантов. В камере доступно 4 варианта цветового тона видоискателя и экрана. Это теплый, стандартный, холодный тон 1, холодный тон 2. Я использую стандартный, но глазам больше нравится теплый. Если вас не устраивают эти варианты, можно настроить их более точнее. Для этого оставайтесь в 5-м разделе меню на странице номер 3. Выберите точная настройка цветового тона видоискателя, выполните регулировку джойстиком, проверяя эффект в видоискателе. В видоискателе отображается важная информация, например, точка фокусировки, подробная информация о съемке, электронный уровень, актуальная гистограмма. На самом деле я эти параметры меняю всего лишь одной кнопкой, но все по порядку. Количество отображаемой информации можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Заходим в 1-й раздел меню на 7-ю страницу. Выбираем отображение информации о съемке. Затем информацию о видоискателе, переключение настроек. Видим 3 варианта, но и внутри этих параметров есть возможность изменять настройки под себя, нажав кнопку «Инфо», чтобы редактировать экран. Например, я хочу, чтобы у меня на одном дисплее были только 2 параметра, подробная информация о съемке и гистограмма, а на другом дисплее электронный уровень и подробная информация о съемке. С легкостью эти окна чередуются во время съемки при нажатии кнопки «Инфо» несколько раз подряд.
Так вот, именно эта кнопка информации расширяет пространство отображения выбранных нами параметров. Уверен, активация вертикального дисплея видоискателя порадует фотографов, снимающих в портретном режиме. С удовольствием использую этот параметр, так как он гармонично вписывается в видоискатель, перемещает полезную информацию для удобства прочтения и контроля, поэтому упрощает мне жизнь. Активировать или отключить его можно в первом разделе меню на 7 странице, выбрав отображение информации о съемке и нажав вертикальный дисплей видоискателя. В этом же разделе меню мы можем активировать отображение сетки видоискателя. Нам доступны варианты 3 на 3, 6 на 4 и 3 на 3 совместно с диагональными линиями. Это полезная визуальная функция, которая помогает располагать объекты в кадре, не заваливать горизонт и добиваться сбалансированной композиции кадра, согласно принципу, известному как правило третей. Не случайно упомянул про композицию. Это одна из моих любимых тем. С удовольствием бы записал цикл обучающих уроков по ней. Уверяю, это не будут советы для чайников из интернета, потому что первое профессиональное образование мое – техника и искусство фотографии с повышением квалификации до фотохудожника. Еще за плечами художественная школа, поэтому за время обучения пришлось изучить много литературы и практиковаться. Если от вас будет обратная связь, то цикл по фотокомпозиции появится на канале. Мы продолжаем находиться в первом разделе меню на 7 странице в окне отображения информации о съемке. Поговорим о гистограмме. Она представляет собой распределение тонов в изображении. Нам доступны два варианта – гистограмма яркости и гистограмма RGB. Первая показывает диапазон уровня яркости от черного цвета до белого. Вторая показывает диапазон цветовых тонов для каждого из трех основных каналов. На ее освоение уйдет совсем мало времени, но польза будет колоссальной. Минимизируйте ошибки при экспонировании кадра. Тоже планирую снять об этом видео. Если вам будет интересно, поддержите меня в комментариях. Отображаемый размер гистограммы возможен двух видов – большой и маленький. На мой взгляд, маленький размер более гармоничен, так как не отвлекает во время съемки. После создания кадра у нас есть возможность его посмотреть не только на экране, как мы это всегда делали на зеркальных камерах, но и в видоискателе, без дополнительного входа в галерею камеры. Для этого нужно отправиться в первый раздел меню, открыть 7 страницу, выбрать «Просмотр изображения». Активируем параметр «Просмотр в видоискателе» и выбираем время просмотра. Я не использую просмотр изображения в видоискателе, поскольку результат выбранной конфигурации камеры виден еще на этапе съемки. Очередное превосходство электронного видоискателя над оптическим. Забыл упомянуть в начале, что на камере сейчас установлена оптика от предыдущего поколения зеркальных камер. Объектив Canon EF 50 мм 1.4. Я не стал избавляться от проверенных временем своих объективов. Использую их вместе с адаптером крепления Canon EF EOS-R. На канале есть отдельное подробное видео, ссылка будет в описании. Нравится, что в камере практически во всех разделах меню можно настроить все в соответствии с вашими потребностями. Это затрагивает даже такой момент, как формат дисплея видоискателя. Зайдем в первый раздел меню, на 8 страницу. Нам доступны два варианта отображения. В первом под названием «Дисплей 1» видоискатель занимает все пространство, и настройки, которые доступны во время съемки, будут накладываться поверх отображаемой действительности видоискателя. А во втором «Дисплей 2» видоискатель по краям имеет рамку, словно паспорту, и в этом режиме параметры настройки камеры отображаются белым цветом на черном фоне, не перекрывая отображаемую действительность. На самом деле боковые настройки прекрасно считываются в двух вариантах. Выбирайте по своему усмотрению.
Оставаясь на этой же странице меню, нам доступен параметр производительности экрана, имеющий приоритет для экрана съемки фотографий. Он определяет, сколько энергии и насколько высота, частота обновления внутри видоискателя. Доступно два варианта. При активации экономии энергии экран во время съемки потребляет меньше энергии. Если активировать второй вариант, то быстро движущиеся объекты отображаются более плавно. Это как раз и есть частота обновления 120 кадров в секунду. На канале есть видео «Увеличение производительности Canon EOS R6», в котором рассматривается этот вопрос подробно, так что советую посмотреть его. И, кстати, это видео на данный момент одно из самых обсуждаемых. Под ним в комментариях много разных мнений. Впервые пришлось столкнуться с ненавистниками, склочниками, если говорить на сленге хейтерами, но это мы переживем. В основном там слова благодарности за проделанную работу. Ссылка должна быть в подсказках и в описании. Вернемся к производительности экрана. Мне нравится наблюдать видоискатель в режиме плавность, но чаще использую экономию энергии. Очень удобно смотреть видоискатель и пользоваться всеми органами управления камерой. Каждая кнопка на своем месте, и даже моему мизинцу нашлось место. Эта кнопка стандартно запрограммирована под предварительный просмотр глубины резкости, но я ее перенастроил. Но самое интересное и, на мой взгляд, невероятно удобное – наличие и функциональность кнопки «Быстрое управление Q», которая с легкостью открывает все настройки съемки без лишних манипуляций. Мы с вами знаем, что иногда на них можно потратить много времени, а фотографии порой каждое мгновение на счету. С удовольствием во время визирования через видоискатель, не убирая камеру от лица, изменяю режим съемки, режим замера, стиль изображения, кадрирование соотношения сторон и многое другое. Ранее, когда появилась камера, с помощью этой кнопки выбирал метод съемки автофокуса, но затем перенастроил управление, запрограммировав другие кнопки под эту функцию, о чем с удовольствием поделюсь в следующих видео. Если вы поддержите мои намерения в комментариях, по возможности тренируйте свои руки, чтобы пальцы привыкли к управлению. Это упростит использование камеры и превратится в одно удовольствие. Если честно, вообще не хочу выпускать ее из рук. Она очень приятна на ощупь. Стоит упомянуть в этом видео про расширенные возможности применения видоискателя, а именно точку фокусировки можно перемещать, смотря в видоискатель и нажимая экран, или перетаскивая точку по экрану. Для этого нам нужно зайти во второй раздел меню на первую страницу «Настройки автофокуса перетаскиванием», активировать. Интересная особенность в опции «Способ положения». Нам доступны два варианта – абсолютная, где точка автофокуса перемещается в положение, в котором вы коснулись экрана или в которое перетащили ее, и относительная, где точка фокусировки перемещается в направлении перетаскивания на величину, соответствующую расстоянию перетаскивания, независимо от места касания экрана. Мы как бы захватываем фокус и перемещаем, а в абсолютном заново фокусируемся и перемещаем. Но такой эффект доступен при использовании видоискателя. Через визирование по экрану все немного проще. Можно настроить время автоматического выключения видоискателя после определенного времени бездействия камеры. Зайдем в пятый раздел меню на вторую страницу. Выбираем «Экономия энергии», «Выключение видоискателя». Нужно определиться со временем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напомню, что будет отдельное видео по настройке сенсорного экрана. Не пропустите его. Спасибо за просмотр. Пока-пока.